Я живу на маленьком острове на севере Норвегии, где проживает всего 50 человек. Здесь нет мостов, и добраться сюда можно только по воде. Я прожил здесь почти 2 года, и сегодня я расскажу, как на самом деле выглядит жизнь в таком месте. Все началось после того, как я уехал из Украины из-за войны. Сначала я жил в центре для беженцев, такие центры в Норвегии называются Моттак. Это временные лагеря, где люди живут, пока государство решает, в какую коммуну их распределить. Я ждал распределения примерно 3-4 месяца. И однажды я получил письмо, в котором было указано название моей коммуны. Честно говоря, когда я прочитал название, мне оно вообще ни о чем не говорило. Поэтому я полез в интернет и начал искать информацию там. И понял, что это очень маленькое и удаленное место на севере Норвегии. Когда я приехал сюда, было уже вечернее время. Мы добирались на лодке, вот такого типа, как вы можете видеть сейчас на экране, потому что, как я уже говорил, мостов здесь нет. Нас встретил представитель коммуны, мы подписали договор на аренду, а потом даже пришли соседи познакомиться с нами. Они рассказали немного о себе и о острове, и каково было мое удивление, когда я узнал, что здесь живет всего 50 человек. Однако это меня уже ничуть не смутило, потому что еще до приезда я уже настроился на то, что это временно и что это всяко лучше, чем жить в Украине. Где я живу? Я живу на одном из островов в регионе Нурланд, на севере Норвегии. Это территория за полярным кругом, а это значит, что за этой географической линией происходят особые природные явления. Зимой здесь бывает полярная ночь, то есть период, когда солнце не поднимается над горизонтом, а летом наоборот. Здесь белые ночи, когда солнце почти не заходит. Добраться сюда можно только на водном виде транспорта, то есть это паром, либо скоростная лодка. До ближайшего города примерно 3-4 часа дороги, причем транспорт ходит не очень часто. По сути, можно уехать только утром и вернуться вечером. Иногда я даже остаюсь в городе на ночь, потому что времени просто-напросто не хватает. На моем острове есть один небольшой магазин, но цены там довольно высокие. Поэтому я покупаю там только самые необходимые продукты. Основные покупки я стараюсь делать в других местах. Например, когда еду на работу на соседний остров, там есть сетевой магазин. Там уже больше выбор и немного дешевле. Иногда я даже езжу в главную деревню нашей коммуны примерно раз в неделю, а иногда закупаюсь в городе. Также на острове есть кафе, которое работает только летом. Связано это с тем, что летом остров посещают туристы, поэтому один предприимчивый норвежец содержит небольшую кафешку. Причем он сделал это довольно грамотно, меню небольшое и в основном оно специализируется на рыбе. А в Норвегии рыбы, как известно, много. К тому же этот норвежец сам ловит рыбу и заготавливает рыбные котлеты для бургеров. Также на острове есть здание школы. Школа уже не работает, однако там есть тренажерный зал, а также местные используют помещение школы как точку сбора для различных мероприятий. За медициной чаще всего приходится ездить. Например, по средам врач принимает на соседнем острове. А вообще в самой коммуне есть небольшой медицинский пункт, который работает примерно 5 дней в неделю, где можно сдать анализы и попасть на прием к врачу. При этом в Норвегии медицина считается условно бесплатной. Это означает, что часть расходов все равно оплачивает сам пациент. Для меня, как для беженца, действуют те же правила, что и для граждан Норвегии. Например, прием у врача оплачивается частично. Это называется франшиза. Франшиза – это фиксированная сумма, которую пациент платит за прием врача. В среднем это около 200 норвежских крон или же $20. Есть также интересная система с лекарствами. Когда врач выписывает так называемый синий рецепт, государство покрывает большую часть стоимости препарата. Синий рецепт – это рецепт на лекарства, которые считаются необходимыми для длительного лечения, поэтому пациент платит только небольшую часть цены. Если покупать те же лекарства без такого рецепта, они могут стоить значительно дороже. Стоматология при этом почти полностью платная и довольно дорогая. Поставить обычную пломбу еще относительно доступно, но такие вещи как брекеты или импланты могут стоить очень дорого, то есть это исчисляется несколькими тысячами долларов. Если происходит что-то серьезное и срочное, можно рассчитывать на скорую помощь. В таких удаленных местах она может прибыть даже на вертолете или на специальной лодке. Кроме того, на моем острове есть несколько местных жителей, около 7 человек, которые прошли курсы первой помощи. А также на острове установлен дефибриллятор,
Работы здесь немного. На самом деле основные сферы здесь связаны с рыбой. Это рыболовство, рыбные фермы, переработка рыбы и, естественно, некое обслуживание, да, то есть это какие-то магазины продуктовые, которые есть. Это школы, детские сады, дома престарелых, в общем, медицинские учреждения. Но в целом, как я уже сказал, рабочих мест мало, поэтому если вы нашли работу здесь и она вам нравится, то вы в принципе счастливчик. Что касательно меня, я работаю, об этом я расскажу, наверное, в одном из следующих видео. При этом нужно понимать, что многие такие коммуны на севере Норвегии переживают отток населения. Люди уезжают в крупные города, поэтому некоторые деревни можно назвать довольно депрессивными по норвежским меркам. Климат здесь довольно интересный. Несмотря на север, зима здесь мягкая. Температура обычно около 0 градусов, иногда +1, +2, иногда -2 или -3. Иногда зимой даже идет дождь. Но есть одна особенность. Здесь очень сильный ветер. Порывы часто достигают 20 метров в секунду и больше. Иногда кажется, что ветер просто сдувает тебя с дороги. Лето же здесь холодное, однако комфортное. В среднем, наверное, градусов 14-15, но бывают и жаркие дни. Например, летом 25 года было 25 градусов. Не знаю почему, но по ощущениям жарче, чем аналогичные градусы в Украине. Есть вещи, которые мне действительно нравятся. Например, это чистый воздух, хорошая экология, очень красивая природа, тишина и безопасность. Здесь нет преступности. Минусы, но есть и серьезные минусы. Первое – это скука. Второе – одиночество. Людей мало и не всегда легко найти круг общения. Третье – это язык. Я изучаю норвежский стандарт Букмол. Это один из официальных письменных вариантов языка. Но все местные говорят на диалектах, и их сложно понять. Отдельная тема – это досуг. Нужно честно сказать, что развлечений здесь практически нет. Летом, конечно, появляется немного больше возможностей. Например, можно ходить за грибами или ягодами. Природа здесь очень богатая. Еще здесь есть довольно красивые пляжи. Пейзажи действительно впечатляют. Чистая вода, горы вокруг и почти полное отсутствие людей. Но вода даже летом остается очень холодной, и купаться можно разве что в гидрокостюме. Кстати, однажды на этом пляже я заметил довольно необычное морское существо. Оно буквально ползло по дну вместе с ракушкой. Оказалось, это рак-отшельник, морское ракообразное, которое использует пустую ракушку как свой дом и носит ее с собой повсюду. Выглядит это довольно необычно, и мне даже удалось снять это на видео. Также здесь популярна рыбалка. Многие местные жители действительно любят рыбачить, но я, например, не заядлый рыбак, и поэтому делаю такие вылазки очень редко. А все остальное время досуг здесь полностью зависит от тебя самого. То есть ты сам должен придумать, чем занять свое время в этой глуши. Например, можно читать книги, изучать язык или ходить в тренажерный зал. Благо, на острове он есть. Но если сравнивать с городом, разница становится очень заметной. В городе есть кружки, клубы, спортивные секции и просто больше возможностей куда-то пойти и чем-то заняться. Ну а чтобы как-то развеяться, нужно плыть в город. Однако это дорогое удовольствие. Наверное, кто-то мне возразит, мол, ты же живешь в одной из самых богатых стран, чё ты прибедняешься? И да, в Норвегии зарплаты действительно выше, чем во многих странах, но и цены здесь тоже очень высокие, поэтому реальная покупательская способность не всегда такая большая, как может показаться со стороны. Так вот, поездки здесь довольно дорогие. Например, чтобы съездить в ближайший город и вернуться обратно, мне нужно потратить примерно $60 только на транспорт. Если еще остаться на ночь в гостинице, то поездка легко может обойтись примерно в $150-200. И это я посчитал только транспорт и отель. Поэтому отправляюсь в такие поездки я не часто. Если честно, эти 2 года на острове стали для меня очень необычным опытом. С одной стороны, здесь есть 2 вещи, которые действительно впечатляют. Это природа, тишина, чистый воздух. Здесь можно выйти вечером на улицу, услышать только ветер, море и птиц. И иногда это ощущение полной тишины и спокойствия действительно стоит многого. Но с другой стороны, жизнь в таком месте подходит далеко не каждому. Здесь мало людей, мало работы, мало развлечений. Иногда появляется чувство изоляции, будто ты живешь где-то на краю мира. За эти 2 года я понял одну простую вещь. Такие места могут быть очень красивыми, но жизнь здесь постоянно – это совсем другой вопрос.
Поэтому, если отвечать честно на вопрос, смог бы я прожить здесь всю жизнь, мой ответ, конечно, нет. Но при этом я не жалею, что оказался здесь, потому что этот опыт позволил мне увидеть Норвегию совсем другой. Не ту, которую вам показывают блогеры другие, не глянцевую Норвегию, а Норвегию настоящую, не туристическую. И кто знает, возможно, через несколько лет я буду вспоминать это время как один из самых необычных периодов своей жизни.